28 марта 1930 года. Москва. Квартира Михаила Булгакова на Большой Пироговской. В тот день писатель был на грани отчаяния. Он нервно бродил по комнате и диктовал будущей супруге Елене Сергеевне текст письма правительству СССР. А потом неожиданно начал вырывать листы из тетради и бросать их в топку. Так, в огне небольшой печки, что согревала комнату, была уничтожена часть ранней рукописи его бессмертного романа «Мастер и Маргарита». «Дайте-ка посмотреть». Воланд протянул руку ладонью кверху. «Я, к сожалению, не могу этого сделать», — ответил мастер. «Потому что я сжег его в печке». «Простите, не поверю. Этого быть не может. Рукописи не горят». Булгаков, даже когда сочинял фантастику, опирался на реальные события, и судьба с избытком предоставляла ему возможность погружаться в бесконечные водовороты эмоций и перемен. Он пропустил через себя слом эпох. Только на родине, в Киеве, пережил 10 переворотов: гражданскую войну, голод, увлечение морфием, белогвардейским движением, переезды, нищету, травлю и литературную блокаду, славу, забвение, потери близких. И в своем творчестве составил свод правил, которые помогают сохранить себя в беспокойные времена. Их знает каждый поклонник писателя. Нельзя просить у того, кто сильнее тебя, читать советских газет, убегать крысьей побежкой от опасности, сдергивать абажур с лампы. Нужно разделять участь того, кого любишь, а разруха не в клозетах, а в головах. Но при каких обстоятельствах Булгаков придумал эти правила, и помогли ли они писателю в жизни? Михаил Афанасьевич Булгаков сочинил за жизнь 4 романа и 5 повестей, почти 2 десятка пьес, больше сотни рассказов и фельетонов. Вот лишь несколько произведений, ставших достоянием высокой литературы и прошедших проверку временем: «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Белая гвардия», «Роковые яйца», «Записки юного врача», «Бег», «Дни Турбиных», театральный роман «Иван Васильевич». «Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в советской стране привлекают мое пристальное внимание, потому что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя. Я сатирик». Он не был типичным сатириком. В его произведениях виртуозно переплетаются смешное с трагичным, классика с модернизмом, реализм с фантастикой, элитарность с народностью. Как всякий нерядовой писатель, Михаил Афанасьевич Булгаков сумел создать свой неповторимый стиль. В детстве Булгаков участвовал в домашних постановках, играл Лешего, мичмана, атамана разбойников. В студенчестве добавил в свой послужной актерский список начальника станции Арлекина. Опыт лицедейства помог ему виртуозно изображать характеры своих героев. Читателей они подкупали своей правдивостью, страстностью, самоиронией. Родом из детства и юности была и его уверенность: «Отчий дом – незыблемая святыня». Никогда не сдергивайте абажур с лампы. Воздвиженская улица, 28. В этом доме 15 мая 1891 года по новому стилю родился Булгаков. Его назвали в честь архистратига Михаила, хранителя Киева, родного города писателя. Отец, Афанасий Иванович, был доктором богословия Киевской духовной академии. В семье Михаил был первенцем. В доме блистала мать, светлая королева Варвара Михайловна, а золотой круг света от настольной лампы с зеленым абажуром в кабинете отца был для маленького Миши волшебным кругом, который ограждает от любых бед и неприятностей. Детей в семье было 7, младшие братья и сестры Вера, Надежда, Варвара, Николай, Иван и Елена. Из открытых окон дома Булгаковых постоянно слышался детский смех, топот ног, звуки пианино.
культ книг, высокого искусства и открытого выражения чувств, атмосфера, в которой рос будущий писатель. Десятилетним, блещущий самыми разнообразными талантами, Миша поступил в престижную первую мужскую Александровскую гимназию. Одноклассникам он запомнился едкими сатирами. Один из них, писатель Константин Паустовский, вспоминал: «Ядовитый имеете глаз и вредный язык», — с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. «Это ж надо придумать. Ученик, вверенный нашему директору гимназии, обозвал этого самого директора маслобоем». После окончания гимназии Михаил идет учиться медицине в Киевский императорский университет. Его также увлекала юриспруденция, будоражила мечта стать оперным певцом. Он был страстно влюблен в литературу и театр, но в семье буквально витала в воздухе медицина, вспоминала сестра писателя Надежда. Врачами были оба дяди по материнской линии, а один из младших братьев, Николай, впоследствии даже удостоился звания доктора наук, стал известным ученым-бактериологом. Булгаков получает диплом об утверждении в степени лекаря с отличием, со всеми правами и преимуществами, законами Российской империи сей степени присвоенными. Михаил Булгаков получил лучшее в мире наследство – счастливая семья и родной дом как точка опоры в перевернувшемся мире. В тяжелые времена это помогало ему выжить. Атмосферу детства и юности Булгаков потом опишет в романе «Белая гвардия». Одна из главных тем – разрушение семьи. Тальберг, спасая свою жизнь, посмел опрокинуть лампу с зеленым абажуром. Ему нет оправдания. Никогда, никогда не сдергивайте абажур с лампой. Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасностей. Даже если эта опасность смертельная. Главным человеческим пороком Михаил Афанасьевич всегда считал трусость, и сам никогда трусом не был. В марте 1915 года, в разгар Первой мировой войны, киевский студент-медик подал прошение о зачислении его на службу врачом на подводную лодку, на фронт. После второго прошения его направили в военный госпиталь, сначала в Каменец-Подольский, потом в Черновицы. Спасать раненых. Там очень много гангренозных больных было, и он все время ноги пилил, ампутировал. Разруха не в клозетах, а в головах. Февральскую революцию Булгаков встретил земским врачом в угрюмом смоленском селе Никольское Сычевского уезда. Работа требовала не меньше мужества, чем в прифронтовом госпитале. Первую же ночь, как мы приехали, Михаила к роженице вызвали. А муж это увидел Булгакова и говорит: «Смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу». Булгакова валит с ног усталость. Он принимает по нескольку десятков пациентов в день. Увиденное и пережитое позднее отразится в цикле рассказов «Записки юного врача». Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало. Перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Как-то Булгаков спасает жизнь умирающей от дифтерита девочки, разрезает горло и через трубку высасывает пленки. Решает перестраховаться, чтобы не заболеть, делает сам себе прививку, которая вызывает страшную аллергию. Инъекция морфия избавляет от боли, но вскоре превращает его жизнь в кромешный ад. Эти ощущения он тоже потом опишет. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги. Смерть. Сухая, медленная смерть. В начале марта 1918 года он возвращается в Киев, уже регулярно принимая морфий. Преодолеть пагубное пристрастие помогает будущий отчим, доктор Воскресенский. По его совету жена будущего писателя Татьяна украдкой начинает разбавлять лекарство дистиллированной водой, постепенно снижая дозу морфия до нуля.
В 1919 году Булгаков в составе белогвардейского движения отправляется на Кавказ, участвует в походах, выбирается из окружения. Владикавказ, Беслан, Грозный. Как-то ночью, в 19 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. В начале 20-го года я бросил звание с отличием. В начале 1920 года во Владикавказе Булгаков навсегда оставляет медицину. Печатается в местных белогвардейских изданиях, а когда приходят красные, публикуется в газете «Коммунист», работает в ревкоме Владикавказа, пишет для местных театров революционные пьесы. Он планировал выехать из страны вместе с Белой гвардией. Не получилось, свалил тиф. Всю правду о гражданской войне и последующих событиях, очевидцем которых станет, он опишет в пьесе «Бег» и в повести «Собачье сердце». Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Разруха не в клозетах, а в головах. В конце сентября 1921 года, в 30 лет, в лохматом полушубке из барана, который служит одновременно одеялом, скатертью и пальто, примерно так он описывает свой переезд в очерке «Воспоминания», Булгаков едет в Москву, туда, где кипит литературная жизнь. Никогда не читайте советских газет. 1921 год. Булгаков подвязался хроникером в торгово-промышленном вестнике. После его закрытия сотрудничает с газетой «Рабочий». Устраивается обработчиком писем в легендарную многотиражку «Гудок», где еще несколько лет прослужит фельетонистом. 22 год. Его фельетоны, рассказы и очерки печатают «Правда», «Известия», «Рупор», «Красный журнал для всех». Он высмеивает хамство, пьянство, невежество, бюрократию. Пишет много и легко. Сочинение фельетона строк в 75-100 отнимало у меня, включая сюда и курение, и посвистывание, от 18 до 20 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Но денег катастрофически не хватает. Вошел в бродячий коллектив актеров. Буду играть на окраинах. Плата 125 за спектакль. Убийственно мало. Пытаемся с женой впробовать. Остро стоит квартирный вопрос. Булгаков ночует по друзьям, а домовое управление пытается выгнать под предлогом отсутствия прописки. Вопрос с пропиской решился, можно сказать, волшебно. Булгаков пишет заявление на имя Ленина и получает ответ от Надежды Константиновны Крупской. «Прошу дать ордер на совместное проживание». Его яркий талант замечает редактор выходящего в Берлине литературного приложения к газете «Накануне» Алексей Толстой. «Шлите побольше Булгакова», требует красный граф. Записки на манжетах, похождения Чичикова, красная корона, псалом. Днем Булгаков зарабатывает на жизнь, по ночам со всей страстью отдается литературе, сочиняет «Белую гвардию». 2/3 его первого романа напечатают в 1925 году в журнале «Россия», а потом журнал закроют. Но о таланте Булгакова уже идет молва по Москве. Руководство МХАТа обращается с просьбой переделать роман «Белая гвардия» в пьесу под названием «Дни Турбиных», она с аншлагом идет в театре. Теперь Булгаков популярный драматург. Он больше не считает копейки. Для театра Вахтангова сочиняет «Зойкину квартиру», «Багровый остров» для камерного театра. Тем временем его полощут критики. Булгаков ради интереса 10 лет собирал подборку рецензий из газет на свои произведения. Похвальных 3, ругательных 298.
Не зря в «Собачьем сердце» один из самых любимых читателями героев Булгакова, профессор Преображенский, наставляет своего ученика Барменталя. И, Боже, вас сохрани. Не читайте до обеда советских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читайте. Я произвел 30 наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Те мои пациенты, которых я заставлял читать правду, теряли в весе. В том же году снимают с репертуара «Дни Турбиных», «Багровый остров», «Зойкину квартиру». Запрещают репетиции «Бега». Чтобы свести концы с концами, он берет деньги в долг. Никогда и ничего не просите, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Нервы не выдерживают. 28 марта 1930 года Булгаков обращается с письмом к правительству СССР, просит дать ему работу в театре режиссером или выпустить за границу. Через 3 недели в квартире Булгакова зазвонил телефон, и знакомый всем советским гражданам голос с грузинским акцентом произнес: «Вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?» Булгаков отвечает: Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины. И мне кажется, что не может. Вскоре ему предложили должность режиссера-ассистента в Амхате. А как же его знаменитая фраза? Никогда и ничего не просите. Никогда и ничего. И в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут. Существует версия, что Булгаков будет осуждать себя за то, что нарушил это правило, хотя такой поступок дал ему возможность дописать свой самый известный роман. Не обошлось и без помощи жен. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. Роман о вечной битве добра со злом и истинной любви Булгаков начал сочинять в 1928 году. Работа над ним заняла больше 10 лет. За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. Внимательный читатель, конечно, обратит внимание, что фраза эта относится к собаке. Банга – единственное существо, которое любит и разделяет судьбу иудейского прокуратора Пилата даже после его смерти. Однако не все так просто. Имя любимой собаки – сокращенное прозвище второй жены писателя Любы – Любанги-Банги. «Жен надо менять, батенька. Чтобы быть писателем, надо 3 раза жениться», – поучал Булгакова Алексей Толстой еще в 1923 году. Волей или неволей Михаил Афанасьевич последовал этому совету. С Татьяной Лаппо познакомился, когда ей было 15, а сам он учился в последнем классе гимназии. Барышня приехала из Саратова в Киев погостить к своей тетушке, знакомой матери Булгакова, и по ее просьбе он любезно показал ей город. Ради Булгакова Татьяна пошла работать сестрой милосердия в прифронтовой госпиталь, ассистировала ему во время операций, выхаживала, когда он заболел тифом, приносила таз с теплой водой, чтобы он отогревал руки, когда в промозглой Москве писал свой первый роман. «Белую гвардию» Булгаков посвятил другой, будущей второй жене. С Любовью Белозерской он познакомился в 1924-м на литературном вечере. Яркая, блестяще образованная, из бывших незаурядная. Она из первых женщин в Москве сядет за руль автомобиля. Булгакова буквально сводили с ума ее рассказы, как она танцевала в труппе «Фоли Бержер». Ее рассказы об эмиграции, Константинополе и Париже легли в основу пьесы «Бег», а переводы с французского помогли в работе над пьесой «Кабала Святош», посвященной Мольеру. Ужасное состояние. Все больше влюбляюсь в свою жену. А теперь унижаюсь даже до легкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая,
Любовь пережила с ним и триумф, и обыски, и возвращение к работе. Через 7 лет брака, в 38 лет, Булгаков знакомится с Еленой Шиловской. У нее была семья, высокопоставленный муж, начальник Московского военного округа, 2 сыновей, домработница, няня, достаток. Но все случилось, как в романе. Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Елена помогла Булгакову завершить роман. Когда Булгаков ослеп от склероза почек, под его диктовку вносила правки и долгие годы добивалась, чтобы он был опубликован. Булгаков читал роман только близким людям, но они говорили, что его не напечатают из-за скрытой критики власти. А писатель верил, что сочиняет шедевр, и не ошибся. Он ушел в 48. Во многом благодаря усилиям Елены «Мастера и Маргариту» напечатают в журнале «Москва» через 26 лет после его смерти. С тех пор число поклонников романа только растет, хотя книга и подвергается критике. Уж слишком обаятельным изображен в романе «Сатана». Но Булгаков никогда и не претендовал на однозначное понимание истины, веры и добра. Жизнь порой так несправедлива. Как сохранить в себе чистоту? И все-таки... Злых людей нет на свете, есть только несчастливые. Правду говорить легко и приятно. Все будет правильно, на этом построен мир.